Привет, друзья, вы на канале Техновейв, и сегодня вы узнаете первые ведущие новостей из Южной Кореи, сделанные из искусственного интеллекта. Расскажем о пациенте, которому был вживлен чип от Neuralink, и с его помощью он смог играть в шахматы силой мысли. Покажем вам мечту домоседов, первый беспилотник-доставщик еды на дом. Увидите, как возможно управлять роботом в реальном времени. Ну и конечно же, первый корабль с парусами, за счет которых сохраняется огромное количество тонн топлива. Сотрудники университета Карнеги Меллона создали систему телеуправления гуманоидными роботами в режиме реального времени. Программа использует алгоритмы с применением искусственного моделирования, собирая крупные массивы данных о движениях конечностей человека и последующего распознавания действий для обучения робота. Технология получила название «Человек-гуманоид». Приложение позволяет контролировать движение оператора при помощи камер, используя так называемую технологию масштабируемого ретаргетинга. Софт обрабатывает и обширный набор данных, содержащий информацию о движениях человека. Одновременно с этим система занимается точным распознаванием движений. Особенность технологии в том, что для ее работы достаточно обычной камеры без необходимости использовать специальные костюмы или датчики. Приложение позволяет дистанционно управлять роботами-гуманоидами для перемещения объектов, а также воссоздания движений ходьбы и других действий. Программа позволяет преобразовывать движение человека в действия робота. По словам авторов проекта, речь идет о масштабируемой системе, основанной на обучении, что ускоряет развитие точности движений. Фактически софт решает проблему полного контроля над крупными гуманоидами, когда роботу необходимо имитировать произвольные человеческие движения в реальном времени. Правительство провинции Чеджу недавно наняло ведущую новостей для ведения своей еженедельной программы на YouTube. В пятничном выпуске еженедельного Чеджу, который транслировался на официальном канале провинции YouTube и ее веб-сайте, Джина Влати читала новости, время от времени слегка покачиваясь взад и вперед, по-видимому пытаясь выглядеть более естественно. В углу экрана эксперт по языку жестов «Настоящий человек» предложил синхронный перевод того, о чем говорила Джейна. Созданная компьютером женщина-ведущая в основном сообщает о политике и местных новостях острова, читая сценарии, подготовленные с помощью искусственного интеллекта. По данным островной провинции, программа разработана и управляется частной компанией подрядчиков, которая стоит $450 в месяц. Наем людей, ведущих новостей, требует значительных затрат, поэтому мы искали альтернативу и выбрали Джейна, сказал представитель Чеджу. На шведском острове Вернде запустили первый европейский сервис доставки еды с помощью беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба местного оператора Теле2. Сервис работает на базе уже существующего приложения доставки Foodora. Для реализации проекта использовались технологии Теле2 и производителя беспилотников Airit. Доставлять еду будет Airit Nimby. Дрон внешне похожий на бидон с молоком, и к этому бидону прикрепляется небольшая коробка с едой и товарами, которую квадрокоптер доставляет только к частным домам. Доступа в квартиры пока нет. Дрон подлетает к двери и оставляет ланчбокс у входа. В этот момент пользователь получает уведомление о доставленном заказе. Навигация дрона осуществляется за счет интернета вещей и сотовой сети 5G от Теле2. Еду можно заказывать из приложения Foodora, там необходимо выбрать доставку дроном. Airit Nimby использует 6 пропеллеров, расположенных на 3 рукавах. Грузоподъемность составляет 4 кг при объеме до 10 литров. На одном заряде беспилотник может пролетать до 21 км, но если дрон максимально нагружен, запас хода сокращается до 12 км. Уровень шума составляет 65 дБ, что сопоставимо со спокойным разговором двух людей. Компания MC Shipping Комсармак завершила успешные 6-месячные испытания сухогруза, оснащенного 2 вспомогательными парусами-крыльями, которые снижают нагрузку на дизельные двигатели в ветреную погоду. Ожидалось сокращение потребления топлива на 1,5 тонны в сутки, но на практике удалось сэкономить в среднем 3 тонны в сутки, а иногда даже до 11 тонн. Этот успех побудил компанию внедрить эту технологию на широкую практику. Судно Paxis Ocean водоизмещением 43 тысячи тонн под флагом Сингапура принадлежит компании MC Shipping Комсармак и зафрахтованная Cargill было оборудовано 2 парусами-крыльями, разработанными британской компанией Bar Technology и произведенными норвежской компанией Yara Marine Technologies. Высота паруса составляет 37,5 метров, а ширина неподвижной части 10 с 2 поворотными крыльями шириной по 5 метров. Паруса автоматически подстраиваются под ветер для оптимального движения по курсу. За время испытаний с августа 2023 года судно прошло Индийский и Тихий океаны, а также Атлантический океан, минуя мыса Горн и Доброй Надежды. Компания планирует проверить совместимость парусов с портовой инфраструктурой и уже готова оборудовать всю свою флотилию подобными парусами.
Первый пациент Neuralink с мозговым имплантом продемонстрировал, как играет в шахматы на компьютере силой мысли. 29-летний Ноланд Арбор рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, и с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч. В январе этого года он прошел операцию по установке импланта, позволяющего управлять курсором на ноутбуке силой мысли. Попробовав свои силы в стратегической игре Civilization 6 и шахматах, Ноланд отдал предпочтение последним. И на каком-то этапе так увлекся этим занятием, что с большим трудом дождался момента, пока аккумулятор импланта будет снова заряжен для продолжения экспериментов. Напомним, что заряда импланта хватает на несколько часов непрерывной работы, а затем его нужно восполнять при помощи специальной подушки с функцией беспроводной зарядки. Предполагается, что у серийной версии зарядка будет происходить, пока пациент находится в кровати и спит. Ноланд Арбор признался, что у технологии этой компании есть недостатки, но он убежден, что она находится в самом начале пути, и уже в нынешнем виде ее разработки сильно изменили его жизнь. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся в следующем выпуске.